Всех приветствую на своем канале. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать шарфик. Я буду вязать для своего ребенка. Так, смотрите, для работы нам понадобится 3 моточка вот такой вот пряжи, либо любой другой. Пожалуйста, у меня это Gezel XL Baby Wool, где в 50 граммах 100 метров. В описании напишу состав. Так, еще для работы нам понадобится крючок номер 4. Вязать будем оригинальным таким узором плетеночкой. Сейчас покажу. Итак, начинаем вязание. Нам необходимо набрать 23 воздушные петли плюс 3 петельки подъема. Так, набираем. Набрали 23 воздушные петли, 3 петли подъема. И первый ряд мы просто вяжем столбики с накидом. То есть итого, учитывая вот этот первый 3 воздушные петельки, это у нас тоже считается столбик, да, итого у нас будет 24 столбика с накидом. То есть для данного узора количество петель должно делиться на 4. Первый ряд полностью провязываем столбики с накидом. Вяжем до конца, считаем, должно получиться 24 вместе с вот этими 3 петельками. Итак, первый ряд связали, 24 столбика с накидом у меня получается. Переходим на второй ряд, 3 воздушные петли. Так, и теперь смотрите, вот в работе у нас всегда будут задействованы 4 столбика с накидом вот у нас предыдущего ряда. Вязать мы будем такими рельефными столбиками. Это у нас будут столбики с 2 накидами. Смотрите, как вяжется такой узор. Вот у нас 4 столбика предыдущего ряда. Сначала провязываются вот эти 2, потом вот эти 2, которые остались. Смотрите внимательно. 2 накида. Берем, вот у нас 4, да, берем третью петельку. Сначала провязываем третью, четвертую, а потом первую, вторую. Так, 2 накида. И теперь возвращаемся, провязываем. Ну, первые кромочные мы не считаем. Вот это у нас будет считаться первая, вторая. Так, то есть таким образом у нас будут как бы крест-накрест идти по 2 петельки. По 2 петельки это 2 столбика с накидом. Вот так вот будут перекрещиваться. То есть берем следующие 4 петли, 2 накида, провязываем опять же сначала третью, четвертую, потом первую, вторую. Вот. Таким образом по 4 идем до конца ряда, но в конце у нас останется 2 вот этих столбика и последнее кромочное. Оно так и должно быть. То есть провязываем вот это все до последних 3 столбиков. Так, довязываем до конца. Смотрите, остается у нас кромочные и 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда. Мы их вот так вот просто провяжем. Они у нас будут задействованы, скажем так, в изнаночном рядочке, да. И в конце, смотрите, столбик с одним накидом. И вот сюда вот провязываем. То есть будем с вами как считать? Вот этот первый ряд, который у нас был просто столбики с накидом, ну, скажем так, нулевой ряд. Вот этот лицевой ряд. Сейчас переходим на изнаночный ряд. Так, 3 воздушные петли. Вот, и опять же, смотрите, в начале у нас 1, 2, вот так вот виднее, 1, 2, 3, 4
столбика с 2 накидами предыдущего ряда. Так как это изнаночный ряд уже, мы будем рельефные столбики делать за заднюю стенку. То есть опять же начинаем с 3-го, 4-го, а потом 1-й, 2-й. Смотрите, 2 накида и вот так вот. Чтобы на лице у нас все красиво было, все красиво переплеталось. 3, 4, а потом делаем 2 накида, возвращаемся вот так вот за 1-й. Два накида и за 2-й столбик. В принципе, если понять суть, то все даже очень просто и получается очень красиво. Так, смотрите, следующие 4 столбика предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. Вот эти 2, они как бы спрятаны под этим, да. Начинаем опять же 3-й, 4-й. Два накида и возвращаемся вот к этим 2. Видите, они сюда спрятались. Вот так достаем 1-й. Два накида и достаем 2-й. Таким образом вяжем до конца ряда, и в конце у нас снова все по 4 и 2 незадействованных, которые как бы уже используются в следующем рядочке. Так, смотрите, практически провязали до конца наш изнаночный ряд. Вот остается у нас опять 2 столбика предыдущего ряда и кромочный этот столбик. Так, 2 накида. Опять в изнаночном ряду все рельефные провязываем за заднюю стенку, так как в лицевом ряду все рельефные у нас за переднюю стенку идут. Так. И в конце у нас столбик с одним накидом. То есть еще раз повторюсь, что количество петель для этого узора должно делиться на 4. Смотрите, это внутри наши вот эти парные плетенки, они все по 2, плюс 2 кромочные и плюс 2 для перехода на другой ряд, скажем так. То есть везде, ну, как бы количество оно по 4. Переходим снова на лицевой ряд, 3 воздушные петли. И снова вяжем, как я уже показывала, лицевой ряд. То есть данный узор будем повторять 2 ряда, лицевой, изнаночный. Вот у нас 4 столбика с 2 накидами предыдущего ряда. Делаем 2 накида. Сначала провязываем 3-ю, 4-ю петельку, потом 1-ю, 2-ю. В принципе, если понять суть, все очень даже просто. Получается очень красиво. Теперь 1-я, 2-я. Так, снова у нас идут. Не забывайте, что вот еще наши 2 петельки прячутся там. То есть вот они, 1, 2, 3, 4. 2 накида. Сначала 3-я, 4-я. А потом 1-я, 2-я. Вот таким образом вяжем узор, провязываем до конца ряда. Еще раз покажу, как закрыть этот ряд и перейти на новый. Так, провязали. Смотрите, какая получается плетенка с лицевой стороны. Так,
В конце, как всегда, у нас остается 2 столбика с 2 накидами предыдущего ряда. Провязываем в лицевых рядах за переднюю стенку. Так, и последний столбик делаем 1 накид и вот так вот провязываем. Так, переходим снова на изнаночный ряд, 3 воздушные петли. Вот как выглядят изнаночные ряды. Изнаночные ряды мы не забываем, что мы вяжем рельефными столбиками с 2 накидами за заднюю стенку. Вот у нас 1, 2, 3, 4. Смотрите, вот они. 1, 2, 3, 4 столбика с 2 накидами предыдущего ряда. Делаем 2 накида. Опять же, сначала провязываем 3, 4, а потом 1, 2. То есть мы просто чередуем. Ой, 2 накида делаем. Мы просто чередуем лицевой, изнаночный рядочки. Вот так. Ну, и далее провязываем весь изнаночный ряд. Не забываем, что в конце изнаночного, так же как и в конце лицевого, остаются 2 столбика с 2 накидами, которые в изнаночных рядах мы будем провязывать за заднюю стенку, а в лицевых рядах за переднюю стенку. Итак, вяжем необходимую нам длину, потом покажу, как сделать далее такую вот муфточку. Итак, я связала необходимую мне длину. Смотрите, ширина у меня получается 12 сантиметров. Смотрите, какой узорчик. Вот так он выглядит с лицевой стороны. Так, длина у меня получается 67 сантиметров. Далее будем делать, смотрите, как шарфик будет выглядеть. То есть вот так вот, да. И вот здесь вот будет вот такая вот, скажем, такая муфточка, куда будем продевать вторую часть шарфика. То есть вот так вот. Тут вот такой вот хвостик. Только вот эту муфточку мы будем вязать уже не рельефным, вот таким вот узором, а мы просто с вами свяжем обычные столбики с накидом. Итак, провязала я, закончила как? Провязала я изнаночный ряд, то есть сейчас якобы я должна вязать лицевой ряд, но я буду вязать просто столбики с 1 накидом. Так, 3 воздушные петли, накид, и вот так вот провязываем до конца ряда. Не забываем, что у нас должно получиться 24 столбика с накидом, так же как и в начале мы вязали вот этот наш первый такой рядочек. Потом вот это полотно у нас будет загибаться, и видите, как здесь изнаночный ряд выглядит, и за какую-то вот из этих полосочек мы его соединим, чтобы потом продеть туда вторую часть шарфика. Ну, я понимаю, суть вы поняли. Покажу потом, как это делается. То есть сейчас просто туда-обратно вяжем столбики с накидом. Провязали 24 столбика с накидом, 3 воздушные петли, и переходим на следующий ряд. Вяжем 2, 3, 4. Я далее покажу, сколько я связала рядочков, сколько мне надо. То есть, чтобы вот эта часть, она заворачивалась, и сюда я смогла продеть вторую часть шарфика. Вяжите самостоятельно, я скажу, сколько у меня получилось рядов. Так, смотрите, связала я вот эту часть. Она у меня получилась 12 сантиметров или 10 рядов столбиками с накидом. Теперь мы вот так вот эту деталь сворачиваем.
То есть получается такой кармашек, куда мы будем второй хвостик шарфика как бы закладывать. Так, вот. Сложили. И теперь просто соединяем детальки. Смотрите, тут очень легко идут вот эти вот полосочки на изнанке. Так, сейчас покажу, как буду соединять я. Соединять можно иголочкой. Я люблю делать это крючком. Так, все. И соединительной как бы петелькой она будет вот по этой стороне идти. Можно просто соединить две детали и столбиками без накида просто это все закрепить. То есть здесь как угодно. Можно просто иголочкой соединить их. То есть как бы вот эту часть сюда пришиваем. Получается такой кармашек, куда мы будем и закладывать второй наш хвостик. Все, идем так до конца ряда. Так, остаются последние петельки. Соединяем. И вот эта, которая состоит из 3 воздушных петель, мы ее тоже здесь к краешку вот так вот присоединим. Все. Обрезаем нашу ниточку. Прячем хвостик. Так, смотрите, вот эта часть. У нас такой получился кармашек, да? Вот это второй наш хвостик. Просто сюда вот так вот продеваем. Вот, и получается у нас вот такой вот шарфик. Объемный, теплый, красивый шарфик. Можно еще пришить бирочку. Вот, пришью бирочку, сделаю фото на ребенке. Покажу, как все это будет смотреться. Так что, если вам понравилась моя работа, мой мастер-класс по вязанию вот такого вот шарфика, таким интересным узорчиком, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!